Всем привет! Меня зовут Рома, и это наш специальный компьютер Совенок 3, разработанный специально для секретных организаций. Совенок 3 – прекрасное средство для управления стратегическими ракетами, военными бункерами, осуществления связи, конечно же, между ними и прочими засекреченными объектами. Да, еще наши ученые осуществляют на них свои расчеты и опыты. Да, в общем, Совенок 3 – прекрасное решение для вашего секретного объекта. Выбирайте Совенок 3 для вашего бункера. Ну а на этом все. Мне пора и до свидания. Что? Правильно, повреждение. Идешь? Что сделали? Ушатали окно. А теперь демонстрирую, что сделала Российская Федерация. Сорвана шлейка. Разбито стекло. И, судя по запаху, есть протечка. Тут как... У меня теперь ремонта здесь на 2 недели. Отлично, проект. Если сделать удастся после этого, понимаешь? Итак, настало время привести Совенка к рабочему состоянию. Ну, после, конечно, Почты России. Для этого необходимо заменить радиатор. Мы решили добавить немножко вентиляторов. Ну и вот это вот все. И как бы чуть-чуть его освежить. Чуть-чуть освежить. Это будет новое окно. Но это вы увидите потом. А сейчас мы займемся радиатором. С радиатором не все так просто. Раньше здесь стоял 38-миллиметровый радиатор. А сейчас будет стоять 30-ка. И для того, чтобы у нас, скажем так, это все дело вернулось на круги своя, на радиатор решено волевым решением добавить немножко вентиляторов. Вентиляторы будем добавлять каким методом? Во-первых, поставим радиатор на расход из корпуса, то есть, где у нас панелька? Обычно дуют типа сюда вентиляторы внутрь системного блока, и там уже вот это вот все. Но получается, что они нагнетают достаточно горячий воздух. И у меня в планах сейчас поставить вентиляторы на расход, чтобы они дули через переднюю панель наружу, а забирали воздух сверху и снизу. Способ так сделать у меня есть. То есть в целом я поставлю 2 дополнительных вентилятора наверх и вниз, красивеньких. И все будет хорошо, я надеюсь. Но для начала мы оденем радиатор. Радиатор у нас Barrow, это медь. 30-ка, то есть 360 на 30. Понятно, что этот радиатор чисто в теории вставать в этот корпус не должен, но, как говорится, не в мою смену. Так, посмотрим, как он будет стоять. Стоять он будет выводами вниз, иначе я его просто там за видеокартой не подключу. И проводами в ту сторону. То есть мне нужно будет размещать вентиляторы следующим образом. Ну что, поехали? Ой, не. Что должно помещаться? Предыдущий радиатор запихнул, а этот запихнул. Fuck you, asshole. Не получилось, не фартануло. Ну что, будем тогда снимать ряд тонких вентиляторов и ставить как есть. В прошлый раз, судя по всему, в вибрации все-таки удалось пропихнуть болты сквозь отверстия, сделанные в корпусе для того, чтобы закрепить радиатор. На этот раз пойдем дальше. Поставим большие шайбы, чтобы можно было оторвать радиатор только в одном случае. Вместе с куском корпуса. Ну, по крайней мере, чисто в теории. Из доработок мы на самом деле будем делать по корпусу не только, скажем так, обновление системы жидкостного охлаждения, там, ремонт и вот это вот все, но и новую подсветку. Так как мы ставим сюда новые вентиляторы с ARGB подсветкой, то решено было добавить и ARGB ленту. Сейчас вы видите компьютер, скажем так, перед очередной тестовой сборкой. Доделаем пару трубок для него, так как было решение немножко по-другому.
направить несколько трубок. Ну и, конечно, не обойдется и без напильника. Как бы ни одна сборка советского компьютера без него не обходится. Сейчас на экране тестовая сборка, одна из примерка трубок. Ну вот видно, что я трубку сделал, там проверил так, сяк. И пора собирать, проверять на герметичность. Ну и в целом весь контур уже приводить к рабочему состоянию и заправлять. Чтобы вы понимали, сейчас контур уже один раз как минимум работал. То есть видно, что там немножко жидкости внутри осталось, ну, какие-то капли. И вот это вот все готово к работе. Кроме этих изменений мы еще и переделали усилительную пластину для ручек. Во-первых, нам нужно было добавить вентилятор наверх и вентилятор вниз. Но, во-вторых, предыдущие усилители были из стали 0,5 и, к сожалению, достаточно сильно выгибались, когда 14-килограммовый системник поднимался за ручку. Сталь 2 мм этот вопрос решила. Сейчас я проверяю систему на протечке, и, как ни странно, судя по тому, как я здесь прислушиваюсь, это тот самый момент, когда она свистит. Я просто забыл закрутить один из фитингов, расположенных в глубине контура. Ну а сейчас уже, естественно, заправка. Заправка, на самом деле, процесс довольно простой. Наливаешь в резервуар жидкость, включаешь, прокачиваешь, доливаешь, прокачиваешь до того момента, пока не заправишь его под пробку. Заправишь под пробку, закрываешь основное заливное отверстие, и, как видите, у меня есть дополнительное заливное отверстие, через которое, во-первых, мы его сливаем, а во-вторых, поднимаем уровень жидкости выше уровня резервуара. Из-за особенностей данного резервуара он может очень сильно пенить жидкость, и мы таким образом решаем этот вопрос, просто увеличивая еще чуть-чуть объем жидкости, чтобы он не пенился, не забирал воздух при движении потока. Ну и на этом сборка все. Компьютер можно закрывать. Всем пока и до следующего компьютера.